Экономические споры сейчас и, главная, мировая тема. 40-й юбилейный саммит в Давосе внешне не произвел сенсаций. В швейцарские Альпы на этот раз не приехало большинство глав государств и правительств, кроме Николя Саркози. Мало приехало и крупных банкиров. Похоже, им стыдно предстать перед публикой. Но обсуждаемые на саммите процессы угрожают всему человечеству. И наблюдатели уже называют этот саммит самым жестким за последние годы. Общее мнение – кризис не преодолен. В ожидании новой, возможно, более опасной волны кризиса правительства пытаются ограничить банки в спекулятивных махинациях. То, что сейчас называют борьбой с кризисом, это новый, надуваемый спекулянтами финансовый пузырь. Лозунг нынешнего саммита – переосмыслить, переоформить, перестроить. Главы государств решили затеять перестройку, чтобы восстановить равновесие между реальной экономикой и миром финансов. Именно эта тема звучала в чрезвычайно эмоциональной речи французского президента. Какие глобальные процессы скрываются за ритуальным светским мероприятием в курортной Швейцарии, пыталась разобраться Ирина Близнюк. Давос встретил участников форума обильным снегопадом и отсутствием антиглобалистов. Лидеры крупнейших держав тоже не приехали, хотя главная тема, заявленная основателем форума Клаусом Швабом, глобально – восстановить равновесие между реальной экономикой и миром финансов. Рецепт от Николя Саркози, он здесь первая скрипка – объявить войну банкирам. Это они виноваты в кризисе, раздували финансовые пузыри, которые лопнули, а теперь пытаются делать это снова. Прежнее видение мира провалилось. С того момента, как пришла идея, что рынок всегда прав, глобализация просто взбесилась. Если мы не вмешаемся через власть, через управление, то наша система будет сметена новыми экономическими и политическими кризисами, вихрем протекционизма. Претензии французского президента финансовым кругам – это поддержка жестких предложений президента США. Барак Обама на прошлой неделе представил план по ограничению спекулятивной деятельности крупных банков и хочет ввести налог, через который банки должны вернуть государству более 100 миллиардов долларов, которые им давались на борьбу с кризисом. По плану Обамы-Саркози предлагается лечить больного, то есть мировую экономику, как бы беспощадным хирургическим вмешательством с минимальной надеждой на выздоровление, но надежда есть. Банкиры предлагают дать больному комфортно умереть в надежде на чудо. Выступление Саркози буквально раскололо форум. Руководители крупнейших западных банков против контроля над банковским сектором, который уже не нуждается и в господдержке, и тем более в госрегулировании. Все наладилось. Стабилизация на самом деле была всего лишь впечатлением, поскольку достигнута она была во многом бумажными приписками, изменением правил бухгалтерского учета, всевозможными послаблениями, так что, не имея, так сказать, никаких оснований для изменений, вдруг бухгалтерские отчеты компаний и банков стали выглядеть гораздо лучше, чем в разгар кризиса. Но пока банкиры спорят с политиками, уровень мировой безработицы в мире зашкаливает, социальное напряжение растет. Чем бы ни закончился Давос, западный мир ожидают очень и очень серьезные потрясения. И не случайно, несколько недель назад Обама подписал указ о том, как будет вводиться чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Разделение на 8 округов, прямо, как сказать, нынешняя Россия. Призрак коммунизма снова бродит по Европе, да и по Америке тоже. Кризис как матрешка. За экономической нестабильностью последует социальное переустройство мира. Автор этой идеи утверждает, что процесс демонтажа капитализма идет с середины 70-х. А то, что сейчас происходит в Давосе, это лишь искры от распиливания будущего властного пирога. Что значит мы усиливаем регуляцию социально-экономических процессов с точки зрения соотношения сил внутри капиталистического класса? Это означает, если не смену элит, но это означает, что бюрократия отодвинет банкиров. И банкиры прекрасно это понимают. То есть они бьются не только за, так сказать, капитал сейчас, они бьются за свои социальные позиции в будущем. Но время работает, так сказать, против них. Россия в этом долгосрочном процессе, скорее всего, будет на периферии. В текущих давосских спорах тоже не участвует. Российская банковская система слишком слаба, чтобы устраивать ей публичную порку, по примеру западных партнеров. А вот поискать инвестиции – это интересно. Герман Греф, например, на одном из рабочих завтраков форума предложил продать часть акций Сбербанка. Конечно, так, чтобы оставить у государства контрольный пакет. Интересы России, я хочу сказать, идут вразрез с интересами планы Обамы и Саркози, поскольку цена на нефть у нас
имеет большую в себе спекулятивную составляющую. Если банкам запретят крупномасштабные операции с ценными бумагами, прекратится возгонка цен на ресурсные товары, собственно, за счет чего держится наша экономика. То есть Россия это переживет с трудом. То есть в краткосрочном таком плане, на коротком периоде, конечно, нам надо быть на стороне банкиров пока. В этом году впервые за много лет нет специальной сессии, посвященной России. Китай – главный герой форума. Это благодаря его платежеспособному спросу цены на нефть пошли вверх, и Россия смогла быстро выбраться из тяжелой фазы кризиса. Это ему уступают роль локомотива мировой экономики Соединенные Штаты. Это его бурного роста опасаются. Задача Китая, с одной стороны, не дестабилизировать мировую экономику так, чтобы это нарушило его экономические планы, но с другой стороны, несколько дестабилизировать ее, чтобы создать проблемы Америки. А вот для Соединенных Штатов проблема, так сказать, противоположная, зеркальная. Не позволить Китаю дестабилизировать экономическую ситуацию и не позволить ему стать экономическим лидером в районе 2020 года, как это и предполагал Мао Цзэдун. Но на данный момент, как мне представляется, козыри у китайцев на руках. В Давосе сейчас около 2500 делегатов из 90 стран мира. Кроме экономики, обсуждаются и гуманитарные темы. Экс-президент США Билл Клинтон выступил на специальном заседании, посвященном ситуации на Гаити. Оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон приехал рассказать о новых технологиях в кино. Его «Аватар» – самый прибыльный проект года. И, кстати, одна из идей фильма – победа слабых над сильными. В контексте этой истории лозунг юбилейного Давоса «Улучшить состояние планеты, переосмыслить, перепланировать, перестроить мир» звучит как призыв к очень продуманным действиям. Ирина Близнюк, «Главная тема».